Галактика жила в привычном ритме войны и равновесия, где свет и тьма переплетались, как дыхание самой Вселенной. Гиперпространственные трассы пульсировали потоками кораблей, Сенат спорил, ордены строили планы, а на далеких окраинах контрабандисты решали судьбы миров быстрее, чем любые политики. Никто не заметил того мгновения, когда сама реальность дала трещину. Ни взрыв, ни вспышка, ни гравитационная аномалия, а тихий, почти незаметный сдвиг, будто кто-то на мгновение приоткрыл дверь между мирами и забыл ее закрыть. Эта дверь открылась не в пространстве, а в страхе. В глубинах неизведанных регионов, там, где даже навигационные дроиды сходили с ума, древний ситхский храм, давно заброшенный и погребенный под слоями пепла и времени, внезапно ожил. Кристаллы в его стенах потемнели, воздух наполнился вязкой тяжестью, а тени перестали подчиняться источникам света. Именно здесь, в месте, где темная сторона силы когда-то была настолько плотной, что искажала причинность, раздался первый крик. Он не был слышен ушами, он резонировал в сознании, вызывая панические вспышки у всех чувствительных к силе существ в радиусе нескольких световых лет. В этот мир пришли назгулы. Они не явились как завоеватели в привычном смысле. Не было порталов, не было кораблей. Их прибытие было похоже на инфекцию. Тени сгущались, холод проникал в металл, а сама сила начинала вести себя иначе, как если бы в нее внесли чуждый код. 9 фигур, окутанных пустотой, материализовались в зале храма. Их силуэты дрожали, словно изображения в неисправном голопроекторе. Плащи не касались пола, короны-шлемы скрывали лица, которых уже давно не существовало, а присутствие вызывало первобытный ужас, не связанный с логикой или опытом. Они чувствовали этот мир. Он был другим, огромным, шумным, переполненным разумами. Здесь не было единого властелина, но была сила, океан энергии, в котором страх, гнев и отчаяние были столь же реальны, как и надежда. Для назгулов это было откровением. Кольцо больше не тянуло их, но связь осталась. Не как цепь, а как шрам. Они больше не были просто слугами. Потеряв хозяина, они обрели цель. Первым осознал это король-чародей. Его воля, когда-то подавленная, теперь расправлялась как клинок, освобожденный из ножен. Он протянул руку, жест, который в Средиземье означал приказ, и сила откликнулась. Не так, как магия, но достаточно близко. Тьма здесь была иной, но страх оставался универсальным языком. На ближайшей планете, шахтерском мире, живущем за счет переработки тибанно-газа, начались беспорядки. Люди видели кошмары наяву, слышали шепот в вентиляционных шахтах, ощущали присутствие чего-то, что нельзя было назвать. Системы безопасности сходили с ума, дроиды отключались, а офицеры Империи, еще до ее официального падения, теряли контроль. Когда 9 черных фигур вышли из тумана, солдаты открыли огонь рефлекторно. Бластеры осветили ночь алыми вспышками, но болты проходили сквозь фигуры, оставляя лишь рябь в воздухе. Ответа не было, не сразу. Назгулы двигались сквозь строй, и каждый их шаг вырывал крики из глоток закаленных бойцов. Это не была физическая атака. Это была атака на саму волю. Солдаты бросали оружие, падали на колени, стреляли друг в друга, пытаясь избавиться от ужаса, который разрывал их изнутри. Король-чародей поднял меч, древний клинок, пропитанный проклятием, и ударил. Лезвие не рассекло плоть, но боец рассыпался, словно его существование было отменено. Сила текла иначе вокруг этих существ. Для чувствительных это было похоже на черную дыру, пожирающую эмоции и искажающую намерения. Сигнал бедствия все же ушел, его приняли. В далеком храме на Корусанте несколько мастеров одновременно вздрогнули. Кто-то выронил датакристалл, кто-то потерял равновесие. Видение было обрывочным. Тьма без лица, холод без источника, 9 пустот, идущих по звездам. Совет не стал паниковать, но тревога была ощутимой. Это не было возвращением ситхов. Это было что-то старше и одновременно чужероднее. Тем временем назгулы учились. Каждая планета, каждый страх, каждый разум становился для них источником информации. Они поняли, что здесь можно не просто пугать, можно подчинять. Слабые умы склонялись перед ними без боя. Сильные ломались медленнее, но ломались. Им не нужны были флотилии, им нужны были точки влияния.
На одной из пограничных систем губернатор, известный своей жестокостью, внезапно объявил о введении культа порядка и абсолютной лояльности. Его глаза были пусты, голос монотонен, а решения иррационально жестоки. Он видел во снах 9 теней и просыпался с уверенностью, что служит чему-то высшему. Через него назгулы начали строить сеть. Не империю в привычном смысле, а ауру страха, распространяющуюся от системы к системе. Когда первый инквизитор почувствовал их, было уже поздно. Он пришел в храм ситхов, уверенный, что это очередная ересь. Он вышел оттуда другим, если вышел вообще. Его корабль позже нашли дрейфующим, а экипаж был мертв без следов борьбы. Только капитан сидел в кресле, застывший с выражением абсолютного ужаса, словно видел нечто, что уничтожило саму его душу. Назгулы не боялись силы, они были ее паразитами. Их проклятие резонировало с темной стороной, усиливая ее и одновременно делая ее менее управляемой для тех, кто привык к дисциплине и контролю. Это было опасно, даже для ситхов. Вскоре слухи дошли до тех, кто не подчинялся ни ордену, ни империи. Контрабандисты рассказывали о призраках, захватывающих станции без единого выстрела. Наемники отказывались брать контракты в определенных секторах. Даже дроиды начинали фиксировать аномалии, которые не укладывались ни в одну базу данных. Галактика начинала понимать, это не война флотов, это вторжение идеи, страха, который не требует армии. И пока в сенатских залах спорили о политике, а адмиралы строили планы, 9 черных фигур уже стояли на пороге чего-то большего. Они чувствовали центр. Мир, где сходятся линии силы, власти и символов. Они не знали его имени, но знали его вкус. Корусанти еще не знал, что за ним уже идут. Корусант не спал. Он никогда не спал по-настоящему, но в эту ночь его бессонница была иной. Миллиарды огней мегаполиса мерцали, как нервные импульсы, а под слоями стали и дюрастила, сила бурлила, тревожная и искаженная. Джедаи чувствовали это как давление за глазами, как предвестник катастрофы, но даже самые опытные мастера не могли точно определить источник. Это была не ярость ситхов и не холодный расчет темных лордов прошлого. Это было нечто, что не стремилось править, оно стремилось владеть. Назгулы приблизились к сердцу галактики, не скрываясь. Их появление не сопровождалось флотом. Не было гиперпространственных вспышек, не было тревожных сигналов дальнего обнаружения. Они просто начали быть. В тенях нижних уровней, где никогда не доходил свет сенатских башен, холод стал гуще, а страх ощутимым. Банды, контролировавшие эти уровни, исчезали за одну ночь. Не было тел, не было следов. Только пустые убежища и ощущение, что сами стены запомнили крики. Первым пал не джедай и не адмирал. Первым пал символ. Гранд-визирь, человек, державший в руках половину бюрократической машины республики, выступил с обращением. Его голос транслировался на тысячи миров, но уже на второй минуте речь превратилась в бессвязный шепот. Он замолчал, уставившись в пустоту перед собой, а затем медленно опустился на колени прямо в зале вещания. Камеры зафиксировали, как тень за его спиной обрела форму короны, а глаза визиря погасли. Передача оборвалась. Паника. Нет, не паника, а осознание распространилось быстрее света. Совет джедаев собрался экстренно. Мастера, пережившие войны, падение орденов и возвращение ситхов, смотрели друг на друга с редким для них выражением неуверенностью. То, что надвигалось, не поддавалось привычной классификации. Сила текла вокруг этих существ, но они не были ее носителями. Они были якорями, пустотами, в которые утекали эмоции, надежды, намерения. Когда назгулы вошли в храм, защита не сработала. Не потому, что она была слаба, а потому, что не знала, против чего направлена. 9 фигур прошли сквозь энергетические поля, как через туман. Младшие джедаи, бросившиеся им навстречу, остановились, не дойдя нескольких шагов. Их лица исказились, клинки погасли, а сами они упали, словно марионетки с перерезанными нитями. Король-чародей поднял голову, и впервые за долгое время из-под шлема раздался звук. Не голос, а вибрация, от которой трескался камень. Это был зов. Не к силе, а к страху ее потерять. Мастера вступили в бой. Световые мечи вспыхнули, освещая зал синим и зеленым, и на мгновение показалось, что равновесие возможно. Удары были точны, движения выверены, сила послушна.
Но каждый раз, когда клинок проходил сквозь Назгула, он не встречал сопротивления. Лезвие не находило цели, потому что цели не существовало в привычном смысле. Ответные удары не были быстрыми или сильными, они были окончательными. Джедаи теряли связь с силой в момент контакта, как если бы кто-то вырывал у них саму суть. Король-чародей остановился перед самым центром зала. Он чувствовал нечто древнее, глубже республики, глубже империи, глубже самого Корусанта. Здесь сходились линии судьбы галактики. Здесь решалось, будет ли она завоевана. Но именно здесь он впервые столкнулся с сопротивлением иного рода. В глубинах силы что-то ответило. Не ярость и не страх, выбор. Человек, стоявший вне совета, вне политических игр и вне догм, шагнул вперед. Он не поднял меч. Он просто смотрел. Его присутствие не кричало в силе, не давило, не манипулировало. Оно было тяжелым, как неизбежность. Назгулы почувствовали это одновременно. Король-чародей понял. Эта галактика не была беззащитной. Она была привыкшей к падениям. Каждый раз, когда тьма пыталась ее поглотить, она рождала тех, кто был готов сгореть, но не сломаться. Не героев легенд, не пророчеств, а тех, кто выбирал свет, зная, что он не гарантирует победы. Битва, которая последовала, не была зафиксирована в хрониках полностью. Слишком много свидетелей сошли с ума, слишком много данных было утрачено. Но одно стало ясно. Назгулы не исчезли, и галактика не пала. Когда все закончилось, храм стоял разрушенным, Корусант раненым, а сила изменившейся. 9 теней отступили, оставив после себя пустоты в ткани реальности. Они поняли предел. Не границу силы, а границу смысла. Эту галактику нельзя было захватить так, как они захватывали миры прежде. Здесь страх рождал сопротивление быстрее, чем подчинение. Назгулы ушли в неизведанные регионы, растворившись в темноте между звездами. Они не проиграли, они отступили, и это было куда опаснее. Галактика выжила, но больше никогда не станет прежней. В силе остались шрамы. В снах чувствительных существ до сих пор появляются 9 фигур на фоне беззвездного неба. И каждый, кто видит этот сон, просыпается с одним и тем же пониманием. Тьму можно остановить. Но нельзя быть уверенным, что она не вернется.